Анки. Все, кто хотя бы раз сталкивался с изучением иностранных языков, хотя бы раз слышали об этом приложении. Ну или хотя бы слышали о методике запоминания флеш-карточки. Я пробовал Анки на своем личном опыте, а также приложения, похожие по этому принципу изучения. Я делал Анки 500 дней подряд. Я выучил около 20 тысяч слов и выражений на японском языке. Я научился лучше воспринимать слова на слух, научился лучше понимать слова в контексте. Я научился вспоминать слова в диалогах с носителями и потреблять любой контент. Вот здесь стоит задать вопрос, а научился ли я этому всему благодаря Анки? Сегодня я хочу разобрать несколько способов изучения слов в японском языке, а также способы их запоминания и способы их вспоминания. Но почему именно в такой манере? Все эти способы я использовал одновременно с Анки и одновременно с регулярным переповторением слов. Таким образом, я хочу в сегодняшнем видео разобрать, а правда ли Анки имеют такой эффект? И обязательно ли повторять слова каждый день? Приятного просмотра! Когда я начинал учить материал на N3, я столкнулся с нехваткой словарного запаса. Это мне мешало в особенности при изучении грамматики. При изучении грамматики важно читать примеры предложений для того, чтобы понимать, как грамматика работает в контексте. Однако я тратил очень много времени на поиск слов в словаре или пытаясь перевести их в своей голове. Чтобы наконец-то избавиться от этой проблемы, я поставил себе цель выучить как можно больше слов за короткий промежуток времени. Наш словарный запас в любом языке делится на два типа – активный и пассивный. Активный – это тот словарный запас, который мы используем в повседневной речи, то есть тот словарный запас, который мы используем в письме или когда разговариваем. Пассивный словарный запас – это словарный запас по типу «но если я прочитаю это слово, я его вспомню». Обычно слова из пассивного словарного запаса сложнее вспоминаются и сложнее воспринимаются на слух. Отсюда и приходит первая основная проблема принципа изучения слов по флеш-карточкам. Вспоминание слов идет в пассивный словарный запас. Именно по этой причине люди могут сидеть каждый день в Анки и говорить: «Я сижу каждый день, но не могу разговаривать с японцами, постоянно забываю слова и не могу воспринимать их на слух». Для решения этой проблемы я предлагаю первый способ. Делайте флеш-карточки с перевернутой колодой. Обычно люди скачивают одну-две популярные колоды, но слова в таких колодах лежат по принципу канджи, чтение, перевод или значение, а также пример. Но что если поменять перевод и канджи местами? Что же от этого поменяется? Многие люди, когда начинают учить иностранный язык, так или иначе в своей голове опираются на свой родной, нативный язык. То есть, когда мы разговариваем, мы создаем в своей голове в первую очередь предложение на своем родном языке, а потом его переводим. Да, я понимаю, это всегда влияет на контекст, всегда влияет на неточности перевода, но такая привычка присутствует у многих в начале изучения японского языка. Так давайте мы возьмем эту плохую привычку и воспользуемся ей. Поэтому, когда открывая новую карточку в Анки, мы видим слово на нашем родном языке, мы помогаем мозгу тем самым создать связь между чем-то, что мы уже знаем, то есть слово на нашем нативном языке, и чем-то новым, что мы хотим изучить, то есть неизвестным словом в японском. Теперь второй способ. При запоминании слов также запоминайте синонимы. Но здесь важное уточнение. У синонимов нужно запоминать контекст. Если я вас спрошу, как будет «важный» на японском, в вашей голове должно сразу появляться несколько слов, а дальше я выбираю нужное слово, которое я хочу поставить в нужный контекст. Теперь при следующем повторении слова в Анки, когда появляется слово, попытайтесь вспомнить как можно больше синонимов к этому слову, не только один перевод. Также при длительном повторении слов в течение 500 дней я столкнулся с одной большой проблемой. Большой объем информации. В нашей голове начинает появляться слишком много слов, и мы не различаем, как их использовать правильно в контексте. Да, как я сказал выше, запоминайте синонимы из контекста, но тут вы меня спросите, а как я научусь их различать? Тут я предлагаю третий способ, которым я пользовался очень много. Это эссе. Многие люди говорят: я люблю только читать, или мне нужен только разговорный японский. В основном такие люди не практикуют письмо, а уж тем более не практикуют писание эссе. Однако писание сочинений дает нам уйму возможностей, таких как запоминание слов путем прописывания их, также изучая новый материал и вот это вот запоминание синонимов из контекста. Допустим, мне нужно будет какое-то слово, которое я еще не знаю. Я буду заходить в словарь, искать это слово, подставлять и пытаться составлять предложение. Таким образом, я даю понять мозгу, что сейчас я изучаю новое слово.
И тут мы плавно переходим в следующий пункт. Обязательно классифицируйте слова. То есть создавайте ассоциации. Даже такое банальное упражнение, как написание эссе, создает в голове воспоминания. О, я писал это слово в эссе. О, я искал это слово, когда пытался составить предложение. Также, запоминая новые слова, всегда запоминайте, где вы их запомнили и при каких обстоятельствах. Например, я видел слово в аниме, я запомнил его контекст. Тогда в следующий раз, когда я его встречу, в моей голове появится момент из аниме. Таким образом, просматривая видео на японском языке, или смотря аниме, или уж прописывая слова от руки, мы запоминаем в первую очередь глазами, а уж потом мозг запоминает ситуацию и запоминается слово. И последним пунктом я хочу обязательно поговорить о потреблении контента. Когда я учил слова через Анки, я проводил так называемый майнинг. Благодаря майнингу мы опять же создаем вот эти воспоминания, что я находил это слово в контексте, видел его в таком-то ресурсе. Это нам поможет упорядочить слова в нашей голове. А теперь просто увеличиваем количество ресурсов, откуда мы берем эти слова. Аниме, манга, книги, ранобэ, литература, учебники — это все мы знаем. Какие еще есть ресурсы? Новости. Есть хороший сайт, который я использовал, когда учил N4, N3. Сайт называется Today Japanese. Или Today Japanese, я не знаю. На этом сайте вы можете найти большое количество новостей. Также все слова распределены по уровням GPT. Также есть перевод всех этих слов. Также на каждую статью есть свой тест, чтобы понять, насколько хорошо я понял прочитанное. Также на этом сайте есть бесплатные пробники GPT. И можно также учить слова к этим уровням. Если вы хотите прокачать словарный запас, не слушайте подкасты. Почему? Большинство подкастов ориентированы на уровне N3, N4, N5, из-за чего эти подкасты специально используют легкий японский. Такой облегченный японский, соответственно, использует слишком легкие слова. А слушая и потребляя только легкие слова, мы превращаем нашу речь и наш словарный запас в слишком легкий и упрощенный. Вместо подкастов, ориентированных на иностранцев, я рекомендую слушать подкасты, ориентированные на японцев, или смотреть видео, ориентированные на японцев. Помимо книг, можно еще слушать аудиокниги. Это поможет, опять же, для создания атмосферы, создания ассоциаций и легкого восприятия материала. Также, играя в игры на японском языке и общаясь в голосовом чате с японцами, вы можете не только прокачать свою речь, но также обзавестись новыми друзьями. Я думаю, это все и так знают. И тут я хочу порекомендовать одну вещь, которую лично я делал. Делайте пробники доккай. Почему? Да, книги это хорошо, манга это тоже хорошо, аниме это тоже хорошо. Но вокабуляр, который используется там, это вокабуляр, подобранный для этих произведений. То есть это специально подобранные слова для передачи живости, для передачи атмосферы, для передачи определенных эмоций. Но доккай использует те слова, которые используются чуть ли не везде. Поэтому, если вы выучите все слова от N5 до N1, то у вас будет базовый вокабуляр японца. Это не весь вокабуляр, но это базовый вокабуляр, который используется почти в каждой книге, в каждом произведении или в каждой разговорной речи. Делая доккай, можно просто легко запоминать слова, потому что вы их видите в контексте. Да, то, что я учил Анки 500 дней подряд, сыграло огромную роль. Если бы я проводил все вышеперечисленные способы без закрепления их в Анки, я не думаю, что я бы добился подобных результатов. Поэтому изучайте новые слова, запоминайте их, переповторяйте и старайтесь не сбивать свой стрик в Анки. Ведь самое главное в изучении японского языка — это дисциплина. С вами был Красавчик. Всем пока.